Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на 2023 год. Год черного водяного кролика. События обещают быть яркими, стремительными, будет очень много перемен, потому что мы будем жить в эгиду года колесницы, года перемещений, геополитических изменений очень серьезных, прорыва, передвижений и вашей существенной активности. Посмотрим, чем для вас ознаменуется этот год. И помогут мне сегодня в этом настоящее черное таро и таро легенд. Я буду для вас просматривать на этой колоде общую энергию той либо иной жизненной сферы, а на дополнительной колоде мы их будем раскрывать. Поэтому настраивайтесь на расклад и начнем. Так, львы, что же вас ожидает в сфере бизнеса и работы? У вас здесь падает аркан умеренность, но здесь баланс, здесь стабильное течение дел. Баланс в первую очередь работы и личной жизни, либо хобби и увлечений. И самое главное, обретение зоны комфорта, потому что в первую очередь по этому аркану это найти себя, свое место, свое предназначение, получать радость, удовольствие, эмоциональное и энергетическое наполнение от того, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Потому что здесь идет баланс энергии мужских и женских, инь и янь. И самое главное, создание комфортных для вас условий труда. Кто-то может уйти на фриланс, кто-то, знаете, как в свободное плавание. Если же это будет работа по найму или свой бизнес, то здесь действительно не вы подстраиваетесь под обстоятельства, а обстоятельства подстраиваются под вас. Поэтому рассмотрим, что же здесь будет на самом деле. Итак. Восьмерка жезлов, король жезлов и звезда. Ну, как вы видите, по этим арканам для многих это обретение комфортных условий, связанных с переездом, исполнение мечты, цели, задачи, реализации. У многих, повторюсь, это уйти и работать на самих себя. И опять же, восьмерка жезлов – это для кого-то работа через интернет, работа удаленного плана, дистанционного плана. И перемены. Перемены связаны у кого-то с переездом, со сменой места жительства, с событиями, которые, по сути, перевернут все с ног на голову, но для вас это будет идти в позитивном, в положительном ключе. То есть здесь перемены могут быть какого плана, если это переезд? Это может быть даже просто переход в новый филиал предприятия, в котором вы работаете. Или же, если эта работа будет на дому, то для вас это свободный график, свободное время. Если же у вас свой собственный бизнес, то это активно вкладываться в рекламу, в пиар, в таргетинг, то есть то, что у вас будет активно продвигать. Но по работе здесь действительно успех. Если вы были в статусе соискателя, то найти работу мечты, либо раскрыть свой потенциал, свои возможности. Если вы наемный сотрудник, опять же, повышение по карьерной лестнице, но за счет каких-то перетрубаций. Ну, допустим, вас отправляют открывать новый филиал или новый отдел предприятия. Если же смотреть ситуацию для тех, у кого свое дело, это новые иностранные партнеры, это расширение вашего дела, вашего предприятия, потому что здесь карты, которые дают наконец-то вам почувствовать себя свободно и, самое главное, комфортно. Что у нас здесь с финансовой точки зрения? Какова будет ситуация? Аркан влюбленный. Ну, по влюбленным это в первую очередь деньги из двух источников дохода. То есть ваш заработок и, например, пассивный источник дохода. Или же поддержка, помощь со стороны партнера. Может быть, какие-то госвыплаты, субсидии, дотации. Но, как показывают арканы, должны вы себя ощущать здесь свободно. Так ли это будет, сейчас проанализируем. Итак, четверка жезлов, сила и паж чаш. Прекрасные арканы, которые вам указывают на улучшение качества жизни, на социальный подъем. Здесь по ситуации будет на кого опереться. Здесь прекрасные финансовые возможности. Стабильное финансовое положение, радость, траты на удовольствие, инвестиции в будущее, потому что для многих это могут быть траты, которые сопряжены с покупкой недвижимости. Может быть, гостевой какой-то бизнес можете открыть. Опять же, если кто-то стремился открыть эвент-агентство, салон флористики, декора, то это для вас будет очень выгодное дело, которое принесет
и процветание, и радость, и самое главное, знаете, как это будут продуктивные инвестиции. Опять же, для людей старшего поколения здесь может идти финансовая помощь от ваших детей. Если же у вас дети еще подростки, то это вы будете помогать финансово детям, но при этом у вас в ваших закромах остается достаточное количество денег, достаточное количество средств. Но и здесь в большинстве своем, как вы видите, финансовая помощь от партнера или партнерши. Поэтому здесь у вас карты замечательные. Смотрим, что у вас по состоянию здоровья. Что здесь? Здоровье. Колесница. Сама карта активности движения. Вообще колесница аркан прекрасный, но часто может указывать на проблемы опорно-двигательного аппарата. То есть спина, суставы. Поэтому здесь очень осторожно, чтобы не было вывихов, ушибов, чтобы не было растяжений. Особенно если вы знаете, что у вас могут быть какие-то проблемы, вдруг у кого-то там, в принципе, есть протрузии, межпозвоночные грыжи, что-то еще. То здесь, пожалуйста, очень аккуратно. Ну и, конечно же, мы проанализируем, как для вас раскроется эта карта, этот аркан. Так, 8 мечей, 4 мечей и 4 пентаклей. Значит, смотрите, будьте здесь бдительны, потому что у кого-то из-за ваших каких-то, я говорю, недосмотра и халатного отношения могут быть действительно проблемы с суставами, как следствие сложности в передвижении, потому что, видите, 8 мечей, 4 мечей – это быть скованными. А 4 пентаклей – это восстанавливать стабильность. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с менисками. Поэтому, пожалуйста, аккуратно, никаких нарушений. Опять же, если это спина, это могут быть прострелы и боли в спине. Соответственно, здесь будет ряд манипуляций, которые вам позволят восстанавливать эту активность. Еще обращайте, пожалуйста, внимание на поддержание вашего иммунитета, потому что ситуация, когда вы на какие-то простудные заболевания закрывали глаза, может для вас обернуться длительным периодом восстановления. Поэтому 4 пентаклей – это в большей степени профилактические меры по рекомендации врача. Там чаи с медом, с лимоном, с имбирем, БАДы, витамины, знаете, как своевременная физическая нагрузка, то есть без перенапряжения, правильное питание, потому что карты указывают на то, что если вы не позаботитесь о своей целостности, о своей сохранности, здесь состояние здоровья может подвести, может подкачать. И что мне здесь еще не нравится, из-за активного, знаете, как перенапряжения, обратите внимание, здесь у колесничего повязка на глазах, здесь на 8 мечей. Могут быть ситуации, когда начнет падать зрение. Поэтому, если у кого-то есть проблема с глазами, консультируемся своевременно с врачом и пытаемся эту ситуацию предотвратить. Что у вас здесь по личной жизни? Каковы будут перемены? Или не будут? Сейчас проясним. Но по аркану император вообще-то карта структуры, карта стабильности. Для тех, кто у нас свободен, в большей степени для женщин, это будет идти появление партнера, с которым вы будете строить ваши взаимоотношения и, знаете, как выстраивать гармоничный союз. Для мужчин это брать ответственность за свою жизнь в свои руки, это строить структуру, быть ведущим в отношениях. Сейчас будем прояснять, смотреть, как же для вас это будет отыгрываться. Итак, что вас ожидает по вопросам личной жизни? Какова здесь ситуация? Солнце, дурак, 10 пентаклей, львы. Но у вас здесь просто не дать не взять, картина маслом. Для многих это появление нового партнера или партнерши, создание семьи. Для некоторых продолжение рода и деторождение, если вы в стабильных связях. Если вы были свободны, то это обретение второй половины. Посмотрите, какие у вас здесь шикарные и замечательные карты. То есть для вас личная жизнь будет одной из ключевых сфер, потому что, смотрите, 2 старших аркана. Если мы посмотрим работа, тут у нас только аркан звезда, то значимо и уместно по финансам сила, здоровье не столь существенно, то личная жизнь у вас будет, говорю, впереди планеты всей. Кардинальные изменения, знаковые изменения. Хочу единственное этот момент прояснить для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках. То есть вы уйдете в новое или вы будете строить новую семью, новую ячейку общества с вашим любовником или любовницей. Сейчас хочу посмотреть.
Итак, по аркану Луна и здесь восьмерка Пентаклей. Это вкладываться уже в те отношения, которые у вас были. То есть для тех, кто был в любовных треугольниках, это строить новую ячейку общества, семью с любовником или любовницей. И, кстати, если смотреть по этим картам, Солнце, Дурак, Десятка Пентаклей, это может быть по причине зачатия. И если мы будем рассматривать ситуацию неожиданности для вас на 2023 год. Мир. Новая веха, новый этап в жизни. Завершение старого цикла, начало нового. Это действительно может быть ознаменоваться и созданием семьи, и деторождением, и переездами, и эмиграцией, и дистанционной работой. Потому что мир, настолько в себя вбирает все эти основные базовые значения и эти качества. Посмотрим, чем вы здесь будете обладать, какие перемены придут к вам, какие изменения, как раскроется для вас этот аркан. Итак, король мечей, правосудие, она же справедливость, и восьмерка пентаклей. Итак, для многих перемены здесь будут идти следующего плана. Это как регистрация собственного дела, собственного предприятия, особенно если вы за рубежом, учитывая все нормы, законы, правила и ГОСТы. Это официальное трудоустройство, это получение лицензий, справок, это получение рабочей визы, это получение документов по причине наличия у вас работы за рубежом. Это построение работы в других регионах, либо если у вас собственный бизнес и вы расширяетесь на новые страны, то есть это открывать филиалы, это расширяться, это выстраивать работу через интернет, опять же, учитывая все нюансы, с юридической точки зрения. Если это были какие-то судебные процессы, то судебные процессы, которые завершатся со знаком плюс для вас, и получением материальной компенсации по тем моментам, которые вас тревожили. Посмотрим теперь, что от вас уйдет в 2023 году. Что уйдет? Аркан Жрица. Уйдет неизвестность, уйдет тайна, уйдет сокрытая информация, уйдет, знаете, как ситуация неясности будущего. У некоторых здесь это может быть притупится интуиция, но вместе с тем, это, знаете, откроются новые возможности, новое эхо и качество жизни. И по аркану Жрицы для многих уйдет формат скрытых или тайных отношений. То есть здесь уже как определиться с выбором. Сейчас посмотрим, как для вас отыграется по факту. Итак, как для вас отыграется пятерка жезлов, паж жезлов и что мы здесь видим, восьмерка чаш. Но если видим по этим картам, это, знаете, как внутренняя борьба с самим собой. Это наконец-то избавиться от вопросов инфантильности и уходить, начинать новый путь. То есть уходить из отношений, которые вас не устраивают. Уходить от работы, на которой вы в прямом смысле слова горите, где только одни конфликты, склоки и ничего, знаете, как рационального. У кого-то вплоть до того, что уходить от боевых действий, от ситуации, которую вы не могли предвидеть, то, что от вас было сокрыто. То есть не поддаваться на какие-то глупости и провокации, знаете, как беречь себя, свою семью и уходить. Еще по этим картам. Это если постоянно вас беспокоили, многие этого боятся, какие-то вещи, сны, знаки, какая-то информация. Это как притупить это чувство осязаемости, чувство, знаете, как слышать иные вибрации. Потому что сейчас, як то кажуть, у нас це не на часе. То есть этому еще не пришло свое время. Это откроется у вас несколько позже. Поэтому здесь это просто отпустить. Теперь, что к вам придет в рамках 2023 года? Что придет? Итак, как мы видим по аркану сила. Ваша карта. Что тут еще добавить? Сила, поддержка, новые возможности. Ситуация, когда вы будете окрылены успехом. Это чувствовать приток сил, приток энергии. Это быть королем, хозяином жизни, положение. Это, знаете, как быть на коне. Потому что сила – это
сама по себе ситуация и восстановление состояния здоровья, и крепких финансовых позиций, и ситуация, когда вы прочно стоите на ногах в плане бизнеса, работы. И с точки зрения личной жизни есть опора, есть поддержка. Поэтому для вас это год, который засияет новыми энергиями. Давайте смотреть, в чем он для вас будет более продуктивен, этот аркан. Как он будет раскрываться. Рыцарь Пентаклей, Туз мечей и девятка жезлов. Но здесь, если смотреть по этим картам, это в первую очередь решение проблем, связанных с затяжными хроническими заболеваниями. Это вопросы чисток, энергетической защиты. Потому что, видите, вот здесь по ситуациям это как обрести стабильность, но в плане энергетики. Если же, допустим, у вас была усталость хроническая, ток сил, опускались руки, то это выявить проблему. У кого-то это может быть связано со состоянием здоровья, допустим, гормональные изменения, то отсечь проблему, отрубить. И, видите, по девятке жезлов, получить эту мотивацию, эту защиту, это стремление и отстаивать свои позиции. Поэтому карты сами по себе прекрасные. Ну и опять же, с точки зрения, скажем так, геополитических масштабов, это быть защищенными, это выехать из какой-то горячей точки. Дальше, карта года. Что же вам здесь сулят арканы? Карта года. Ой, а у вас здесь карта года очень серьезная. У вас здесь падает аркан справедливость. Вообще-то аркан кармы. Что посеешь, что пожнешь. Как карму отрабатывал, то и заработал, наработал. В качестве даже, знаете, как совета, рекомендация, путеводителя – это делать все по букве закона, то есть устраиваться легально, оформление отношения официальные, получение лицензий, справок, все, знаете, говорю, по-настоящему, не липовые документы. Сдача экзаменов, опять же, быть справедливым ко всем, и по отношению к себе, и по отношению к другим людям, быть непредвзятым, быть неподкупным. Это мерило весов. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо люди и Вселенная, также относись и к другим людям. Опять же, это может быть год каких-то юридических моментов, оформления документов, переоформления, какие-то документы восстановить, какие-то новые сделать. Поэтому здесь может быть очень много бюрократической волокиты. Сейчас посмотрим, как для вас откроется этот аркан. Тройка мечей. Здесь девятка чаш. И, как мы видим, десятка мечей. Ну, карты здесь говорят однозначно. Для тех, кто состоит в любовных треугольниках, это завершение данного этапа жизни. Да, возможно, кому-то это разбить сердце, но отрезать тех людей, с которыми вы не видите будущее, и уже определиться со своим выбором. И выстраивать официальные взаимоотношения, то есть жениться, выйти замуж. У кого-то, прежде чем жениться, выйти замуж, развестись, то есть отсечь эту третью сторону, потому что здесь наконец-то брать на себя официальные обязательства, нести ответственность за свои слова, действия и поступки. Еще по этим картам. Юридические вопросы. Поскольку здесь падает тройка мечей, девятка чаш и десятка мечей, может идти известие, к сожалению, о гибели, о смерти кого-то из родственников. Как следствие по аркану правосудия вы будете заниматься всеми юридическими делами после кончины этого человека. И здесь вы можете быть вовлечены в вопросы наследства, оформления, переоформления и прочие нюансы. Дальше. Совет. Совет по ситуации. Совет. Дьявол. Вот вы у нас товарищи-искусители. То есть, либо вы будете искушать кого-то, либо кто-то будет искушать вас. Ну а вообще, дьявол – это аркан у нас борьбы со своими пороками. Со своими пороками, со своими грехами, со своими недочетами. Сейчас посмотрим, в чем у вас он будет проявляться. Итак, дьявол. Колесо фортуны, тройка чаш и луна. Ну, слушайте, я здесь как бы даже добавить этого не могу. Здесь ситуация налицо. Не знаю, почему сегодня так много информации для тех, кто состоит в порочных связях, но здесь уже определиться. Не сделайте этого сами, за вас это сделает колесо судьбы. И тогда оно будет бить по больному, по живому. Потому что тройка чаша луна – это перестать жить в ситуации обмана, самообмана, перестать обманывать других. То есть завершение этого цикла. Это первое. Второй момент.
Колесо фортуны. Избавляться от зависимостей. Тройка чаши Луна — это в первую очередь у нас зависимости алкогольного, наркотического характера и пищевого. Ну, то есть переедание и прочие моменты. Потому что здесь могут быть очень серьезные проблемы с кишечником. И как следствие серьезные нарушения по гормональному фону. Тройка чаши Луна здесь может быть даже до вопросов преддиабета или диабета. Будьте с этим бдительны. Поэтому здесь все-таки работать над своими пороками, не ставить никого в зависимость от себя, устранять эти ситуации, жить честно, жить по справедливости, жить по правилам. Отказаться от вопросов лжи, отказаться от вопросов обмана и измен. Это, знаете, ключевое, жить по совести. В эре Водолея, особенно вот в год Колесницы, это как новая энерговибрация, жить на новой частоте. Повышение ваших вибраций. Да, для кого-то это будет сложно, будет болезненно. Но, повторюсь, если вы не сделаете этого сами, за вас это сделает карма. Вот таким у вас вышел расклад на 2023 год. Очень такой насыщенный у вас год предстоит. Скучно вам точно не будет. Но и сейчас, поскольку меня многие просили делать запечатывание желания, но мы с вами это сделаем в другом видео, а в этом я хочу просто выполнить лично для вас расклад, исполнится ли вами желаемое в рамках 2023 года. Поэтому подумайте, сконцентрируйтесь на одном желании, не так, как другие представители знаков зодиака. Я наделаю им все лучшее сразу, на загадываю там кучу желаний. То есть одно какое-то желание, которое вы сами для себя планировали осуществить в течение 2023 года. И посмотрим, исполнится оно или нет. Итак, львы, если вам нужно дополнительное время, нажмите на паузу, сконцентрируйтесь и смотрим, осуществится ли желаемое львами в рамках 2023 года. Шестерка жезлов, карта победы, карта триумфа, карта достижения. Здесь однозначно да, как говорят, гадалки не ходить. Поэтому, мои хорошие львы, кстати, аркан второй декады льва. Это вы собственной персоной. Быть в жизни на коне, быть хозяином жизни. Я вам искренне от всей души этого желаю. Пусть 23 год у вас пройдет под эгидой шестерки жезлов, карта победы, карта достижений и успеха. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, как для вас отыгрался данный расклад, данная информация. Пишите в течение года, если уже какие-то события будут отыгрываться, будут осуществляться. И, конечно же, в первом закрепленном комментарии я вам оставлю ссылку на годовой расклад 2022 года, чтобы вы могли посмотреть, проанализировать, сделать выводы. Смотрите также по асценденту. Это будет вам легче найти тот знак, по которому у вас отыгрывается информация, по какому из знаков вы со мной резонируете. Я вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых видео.